Денис крепко держался за руль, его руки обильно потели. Внутри него было сильное напряжение, так как молодой человек направлялся на встречу с родителями своей новой девушки, чтобы попросить ее руки. Ее родители жили в таежной деревне, поэтому они еще не были знакомы. Он посмотрел на букет цветов для матери и новую прялку для отца и немного успокоился. Выехав с трассы на грунтовую дорогу, он посмотрел на пейзаж. Хрустальный ручей, высокие зеленые деревья, птицы, поющие как местный оркестр. Это было похоже на сказку. Как только он вернул свое внимание на дорогу, он ударил по тормозам. По дороге в деревню путь ему преградил крупный хищник. Это был волк, серый как дым. Молодой человек был удивлен поведением животного. Волк не пытался убежать, а просто смотрел прямо на человека через лобовое стекло, как бы ожидая дальнейших действий. Молодой человек был еще больше удивлен, когда автомобильный гудок не отпугнул серого хищника. Напротив, волк подошел к машине, а затем отошел на обочину дороги. Он вздохнул тихо и жалобно. Денис вспомнил, что ему рассказывали в университете о том, как ведут себя животные, когда обращаются за помощью к человеку. «Посмотрим», — сказал парень и осторожно вышел из машины. Волк изменил свое поведение и начал заманивать человека, что еще больше шокировало мальчика, но он последовал за хищником. После примерно 20 минут хождения по лесу, не найдя ничего интересного, парень развернулся, решил, что просто тратит время на всякую мистическую ерунду, и повернул обратно. Но не успел он далеко уйти, как волчица быстро нагнала его и снова встала перед ним, только на этот раз злобно и злобно рыча. Мальчику ничего не оставалось, как подчиниться решению хищницы, и он снова последовал за ней. Но не пройдя и 30 метров, он остановился. То, что он услышал посреди леса, навсегда перевернуло его жизнь. Что? Денис не мог поверить своим ушам. Среди поваленных деревьев образовалось что-то вроде штаба, откуда доносился звук. Волчица стояла в нескольких метрах от штаба и наблюдала за человеком. Денис наклонился, среди маленьких волков был незнакомец. Человеческое дитя. Волчица явно беспокоилась о своих щенках, ведь она доверяла человеку. Но мужчина просто осторожно вытащил ребенка из полости, покачивая его. «Спасибо», – молодой человек сказал нерешительно и побежал к машине, пока волчица осматривала пещеру. Денис беспокоился за него, ребенок был завернут в грязные тряпки, выглядел примерно 3-месячным и, что удивительно, крепко спал. Денис достал из багажника старое одеяло, завернул в него ребенка и положил его на пассажирское сиденье. Придя домой, подросток набросился на дверной звонок. Какой нетерпеливый жених! За воротами раздался женский голос. Дверь открыли родители его любимой Олеси, которые стояли чуть поодаль. Увидев испуганное лицо Дениса, ее улыбка померкла, она поняла, что что-то случилось. Денис не смог ничего сказать и просто открыл переднюю дверь машины. Мальчика помыли, накормили и вызвали полицию. Встреча с родителями была неудачной, хотя Денис показал себя с лучшей стороны. Конечно, в эту историю было трудно поверить. Какой хищник спас ребенка? Возможно ли это? Но также невозможно было поверить, что мать могла намеренно оставить ребенка в лесу. Шло время, шли расследования, и пока решался вопрос о том, как ребенок оказался в лесу, молодая пара поженилась. Мальчика назвали Егором и усыновили родители Олеси. Оказалось, что ребенок был намеренно оставлен в лесу безответственной матерью, которая хотела избавиться от него. К счастью, ему повезло, ребенка нашла серая хищница, оказавшаяся более человечной, поэтому она спасла ребенка от холода, а потом специально поднесла Дениса к малышу.